Привет, я на Филипповском 13. Австралия, Америка и Англия заключили союз против Китая и обидели Францию. Новый альянс получил название AUKUS и стал первым военно-политическим блоком Второй холодной войны. Откуда взялось блоковое строительство в международных отношениях и для чего нужен AUKUS? Поговорим об этом в сегодняшнем выпуске международного разбора. А теперь к истории вопроса. Блоковое строительство – неизменный атрибут холодной войны. Мы все это уже проходили в 40-е и 50-е годы прошлого века. Не успели еще отгреметь победные салюты 45-го года, как бывшие союзники вначале осторожно, а потом все активнее занимались этим непростым делом. Форматы были разными. Многосторонние соглашения о коллективной самообороне, двусторонние договора по вопросам обеспечения безопасности, неформальные соглашения. Наконец, вишенка на торте. Огромные военно-политические альянсы с большим числом участников, разветвленные структурой, постоянно действующими союзными органами управления, единым военным командованием, коллективной или условно-коллективной системой принятия решений. Именно этот тип союза является абсолютным порождением холодной войны. В годы биполярного противостояния между Советским Союзом и Соединенными Штатами блоковое строительство достигло своего апогея, и сегодня международным игрокам будет крайне сложно переплюнуть достижения своих великих предшественников. Но обо всем по порядку. Буквально сразу после окончания Второй мировой войны в 1947 году появились сразу два договора, которые можно отнести к началу блокового строительства. В марте Франция и Великобритания подписывают Дюнкеркский договор, а в сентябре в другой части света появляется Пакт Рио или Межамериканский договор о взаимной помощи, подписанный в бразильском Рио-де-Жанейро. Его участниками стали Аргентина, Бразилия, Боливия, Гватемала, Венесуэла, Доминиканская республика, Гондурас, Колумбия, Коста-Рика, Мексика, Куба, Панама, Парагвай, Перу, Сальвадор, Чили, Уругвай и, конечно же, Соединенные Штаты. Спустя год к ним присоединилась Никарагуа, в 1949 году Эквадор, в 1967 Тринидад и Тобаго, а в 1982 Багамские острова. Согласно Межамериканскому договору вводилось понятие «зона безопасности». На западе ее граница определялась линией, проходящей от Северного полюса через Берингов пролив по акватории Тихого океана к Южному полюсу. На востоке граница зоны безопасности проходила от восточного берега Гренландии через Атлантику до Южного полюса. Также в тексте договора появилось интересное определение «государство, подверженное внеконтинентальному влиянию». При этом предусматривалось, что участники Межамериканского договора должны будут предпринять коллективные меры по возвращению данного государства на путь истины, в свою зону влияния. Соглашение вступило в силу в 1948 году и позволило Соединенным Штатам повесить замок на западное полушарие, ограждая его от возможного влияния коммунизма. Интересно, что за 20 лет до брежневской доктрины ограниченного суверенитета для Восточной Европы, которая закончилась вводом войск Варшавского договора в Чехословакию, США ввели в действие такие же принципы относительно американского материка и на основе их осуществили целый ряд военных интервенций. В Гватемале в 1954 году, в Панаме в 1964, в Доминиканской республике в 1965 и в 1983 году в Гренаде. Список можно продолжать. В дальнейшем Межамериканский договор не эволюционировал в сторону полноценного военного союза, хотя и послужил основой для создания Организации американских государств и выполнял функции борьбы с распространением коммунизма в странах Центральной и Южной Америки. В 1962 году было приостановлено членство в договоре Кубы по вполне понятным причинам. В 21 веке в связи с ростом антиамериканских настроений в Латинской Америке Пакт Рио стал разваливаться. В 2002 году из него вышла Мексика. В 2012-2014 годах сразу Венесуэла, Боливия, Никарагуа и Эквадор.
Таким образом, договор о коллективном замке над Америкой, инициированный США, не стал в итоге чем-то значимым в мировой политике, чего не скажешь о Дюнкерке. Поэтому вернемся в послевоенную Европу. Англо-французское соглашение было классическим договором о коллективной самообороне. Война против нацизма только что закончилась. Стали нарастать противоречия между союзниками, непонятным было будущее Германии. Происходил рост влияния коммунистов в Западной Европе, авторитет которых после победы над фашизмом был очень высок. На короткое время пришедший к власти во Франции генераль де Голль сумел поругаться с американцами, отказавшись обменять французскую зону оккупации с англо-американской Бизонией, и вообще активно продвигал идею обороны Европы силами европейцев. Также было непонятно, останутся ли в Европе американские войска после победы. Если да, то насколько долго. В этих условиях Великобритания решила подстраховаться и пойти на заключение отдельного соглашения с Францией. Интересно, что Дюнкеркский пакт 1947 года не носил антисоветской направленности, но предусматривал противодействие возможной агрессивной политике Германии. По сути, это классический оборонительный союз в условиях международной неопределенности, который смог развиться в нечто большее. В марте 1948 года на базе Дюнкеркского договора возник Западный союз, известный также как Брюссельский пакт, который включал в себя не только Великобританию и Францию, но также Бельгию, Нидерланды и Люксембург. Западный союз стал первым европейским оборонительным альянсом, но явно антисоветской направленности также не носил. Более того, он тоже предусматривал антигерманскую направленность. В статье 7 договора прямо говорилось о том, что в случае новой агрессии со стороны Германии союзники должны предпринять меры против нее. Однако антисоветская составляющая вскоре стала ведущей, что привело к трансформации Западного Союза и расширению числа его участников. И даже появлению на свет еще одной организации, участниками которой стали все члены Союза. Почему так произошло? Все изменил Первый Берлинский кризис, начавшийся в июне 1948 года. В ответ на сепаратную денежную реформу в западных оккупационных секторах Германии, опасаясь экономических последствий, СССР ввел железнодорожную и автомобильную блокаду Западного Берлина. После ее начала западные державы ввели в действие воздушный мост, а в США на полном серьезе обсуждались планы вооруженного прорыва блокады. Однако начать войну с Советским Союзом не рискнули и ограничились информационным использованием ситуации для создания в Западной Европе антисоветского альянса. В мае 1949 года СССР снимает ограничения по Западному Берлину. Кризис заканчивается, однако ровно за месяц до этого происходит важное международное событие. В апреле в Вашингтоне подписывается договор о создании организации Североатлантического договора, известной как НАТО. В ее состав вошли все 5 участников Западного Союза: Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, а также США, Канада, Италия, Дания, Норвегия, Исландия и Португалия. Всего 12 стран. Важность этого события заключается в том, что впервые в истории североамериканский элемент был интегрирован в систему европейской безопасности, которая фактически замещалась так называемой атлантической безопасностью. НАТО стало гарантией того, что США пришли в Европу всерьез и надолго, а не так, как после Первой мировой войны. Изначальная НАТО образца 1949 года очень походила на пакт Рио и также была классическим договором о коллективной самообороне. Однако события развивались бурно. Не успел закончиться Первый Берлинский кризис, как через год после его окончания началась война в Корее, где войска ООН, включавшие в себя военных из стран НАТО под американским командованием, схлестнулись с китайскими и северокорейскими войсками, которых поддерживали советские летчики и военные советники. Фактически, боевые действия в Корее можно назвать современным термином прокси-война или опосредованная война, в которой на территории третьей страны столкнулись СССР и США. Каждая из сторон при поддержке своих союзников. Именно Корея, а даже не Первый Берлинский кризис, привели к сдвигу в сознании западноевропейских элит, и идея тесного военного союза США против СССР
стала популярной. Пока на Дальнем Востоке шла война, в Западной Европе и Северной Америке началось превращение НАТО в полноценный военно-политический альянс. Шла подготовка и принятие регламентов, формирование структуры организации управляющих органов, развертывание вооруженных сил. Примерно к 1952 году определились технические контуры альянса и был выбран его первый генеральный секретарь. Им стал британский лорд Исмей. Тогда же, в 1952 году, произошло первое расширение НАТО. В альянс вступили Турция и Греция. Первое, потому что опасалось давления со стороны СССР по вопросу о возвращении бывших территорий Российской империи в Закавказье, а также советского требования о совместной обороне Черноморских проливов. Вторая, поскольку хотела получить поддержку в борьбе с влиятельными в стране коммунистами. На Советский Союз создание НАТО не произвело вначале серьезного впечатления. Москва даже высказала осторожные предложения о вступлении СССР в НАТО и создании на ее основе общей европейской организации по обеспечению безопасности. Расширение 1952 года тоже было воспринято советским руководством достаточно спокойно. Однако резкую советскую реакцию вызвали попытки второго расширения НАТО, а именно включение в организацию Западной Германии, которая в 1949 году провозгласила независимость, объявила себя единственным правомочным представителем всех немцев и стала называться Федеративная Республика Германии. Откуда вообще в НАТО взялась мысль о включении в альянс Западной Германии? Без немецких ресурсов европейским странам, даже с учетом американской поддержки на суше, противостоять Красной армии, стоявшей на Эльбе, было крайне проблематично. Соотношение сухопутных сил было явно в пользу СССР, а нейтральная зона на западе Германии не позволяла организовать оборону на передовых позициях против возможного советского наступления. В итоге, в начале 50-х годов США и их западноевропейские союзники взяли курс на интеграцию ФРГ в НАТО. Для Советского Союза это был открытый политический вызов. Вчерашние союзники вступают в сговор с западно-германскими реваншистами. Для чего? Конечно, с целью развязать очередную агрессию против СССР. Поэтому реакция Москвы была крайне жесткой. ФРГ не признавала ГДР, границы Восточной Германии с Польшей и Чехословакией и даже принадлежность Калининградской области Советскому Союзу. Где гарантии, что после вступления в НАТО Западная Германия не начнет войну за возвращение потерянных территорий, воспользовавшись поддержкой новых союзников? Интеграция ФРГ в НАТО стала обретать реальные очертания в 1952 году. В это время в Бонне был подписан так называемый общий договор между США, Великобританией и Францией с одной стороны и Федеративной Республикой Германии с другой. Прежде всего, восстанавливался суверенитет ФРГ и отменялся оккупационный режим на ее территории. Впрочем, западно-германский суверенитет сразу же и ограничивался. Во-первых, из компетенции западно-германского правительства изымался вопрос о мирном урегулировании в отношении Германии. То есть самостоятельно вести переговоры по этой теме с СССР и Восточной Германией ФРГ не могла. Во-вторых, США, Великобритания и Франция сохраняли за собой право размещать на западно-германской территории свои войска. Боннский договор от 26 мая 1952 года был тесно увязан с Парижским договором, заключенным на день позже, в том же году, 27 мая. Которым учреждалось Европейское оборонительное сообщество. Фактически, Боннские и Парижские договора – это единое целое. Первый восстанавливал суверенитет ФРГ и делал ее правомочным субъектом в мировой политике, а второй сразу же интегрировал ФРГ в новую европейскую военную структуру. Более того, без ратификации Парижского договора Боннский считался не вступившим в силу. Что такое Европейское оборонительное сообщество или ЕОС? Это единая европейская армия, которая должна была находиться под управлением НАТО. В начале 50-х годов предполагалось, что в военном плане НАТО будет состоять из вооруженных сил США, Канады и Великобритании и армии ЕОС. Почему так? Смертельный страх перед возрождением германской угрозы по-прежнему оказывал сильное влияние как на западноевропейских политиков, так и на граждан этих стран. Игнорировать его было нельзя, и поэтому западно-германские войска решено было возрождать не в виде отдельной армии,
а как совокупность частей и подразделений общей европейской армии. Возрождение германского милитаризма в особенности опасалась Франция, которая требовала, чтобы в армии ЕОС немецкие офицеры не занимали позиций выше лейтенанта. Вся идея европейского оборонительного сообщества вообще вытекала из так называемого плана Плевена, который в 1950 году предложил премьер-министр Четвертой Республики Рене Плевен. Интегрировать немцев на низовом уровне под строгим французским контролем. Советский Союз, разумеется, выступал категорически против всех этих маневров вокруг Западной Германии. После смерти Сталина в 1953 году СССР попытался торпедировать идею интеграции Западной Германии в НАТО. Учитывая негативное влияние блокады Берлина и войны в Корее на западноевропейское общественное мнение, Москва стала действовать через хрущевское мирное наступление, демонстрацию дружелюбности и мирного характера советской политики. Так, СССР урегулировал с бывшими союзниками австрийский вопрос на основе нейтралитета Австрии, досрочно передал военную базу Паркалаут Финляндии и предпринимал отчаянные попытки убедить страны Западной Европы в том, что германская армия им не нужна. Нельзя сказать, что эти попытки были совсем неудачными. В 1954 году Национальная ассамблея Франции прокатила Парижский договор о создании ЕОС, отказавшись его ратифицировать. Европейская армия так и не была создана. С провалом Парижского договора оказался в подвешенном состоянии и тесно связанный с ним Боннский. Это заставляло заметно нервничать американцев, которые употребили все свое влияние для того, чтобы все же интегрировать ФРГ в НАТО. В 1954 году, после рокового для ЕОС голосования во французском парламенте, все там же, в Париже, подписываются новые договоренности. Они предусматривали несколько важных соглашений. Во-первых, отмену оккупационного режима в Западной Германии, повторение общего договора в Бонне. Во-вторых, Западный Союз с 1948 года преобразовывался в западноевропейский. К Великобритании, Франции и странам Бенилюкса добавлялись Италия и ФРГ. В-третьих, Федеративная Республика Германия одновременно с участием в Западноевропейском Союзе становилась также членом НАТО. Второе расширение НАТО свершилось. Интеграция в альянс Западной Германии произошла не на основе европейского оборонительного сообщества, а напрямую. В-четвертых, ФРГ запрещалось производить оружие массового уничтожения, но ничего не говорилось о возможности его приобретения или производства на территории третьих стран. В-пятых, правительство ФРГ объявлялось единственным правомочным представителем всего немецкого народа. В-шестых, США, Великобритания и Франция сохраняли право размещать на территории ФРГ свои войска. Соглашение вступило в силу в 1955 году. Советский Союз до последнего пытался избежать такого сценария. Однако развитие ситуации в Западной Европе пошло для него по наихудшему варианту. Требовалось отвечать, и ответ готовился заранее. Еще с конца 40-х годов у СССР были двусторонние соглашения по вопросам сотрудничества и безопасности с рядом стран Восточной Европы. На их основе в регионе размещались советские войска. Буквально сразу после вступления в силу Парижских соглашений в мае 1955 года СССР объявил о создании собственного военно-политического альянса в Европе, в который помимо Советского Союза вошли Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Албания и, конечно же, Германская Демократическая Республика. Договор об образовании Союза был подписан в столице Польши. Так появилась Организация Варшавского договора, сокращенно ОВД. Отметим, что неверно говорить о том, что ОВД была создана в ответ на образование НАТО. Появление НАТО вначале не произвело на СССР особого впечатления. Именно возрождение Западной Германии в качестве военной силы, интегрированной в НАТО, вызвало советский ответ в виде ОВД. Как бы то ни было, в 1955 году блоковое строительство в Европе в целом было завершено. В центре европейского континента нос к носу стояли два альянса во главе с двумя сверхдержавами, один из которых сохранился до сих пор. А как обстояло дело в других частях света? В Азии процессы шли примерно в таком же направлении, как и в Европе, но с небольшим запозданием. В 1949 году победила революция в Китае, и самая населенная в мире страна стала коммунистической. Для США это стало ударом
не меньшим, чем вступление ФРГ в НАТО для СССР. Практически сразу же, в 1950 году, началась война в Корее, и Вашингтон охватила настоящая паранойя, связанная с возможной победой коммунизма. В США дело дошло до охоты на ведьм и деятельности сенатора Маккарти, искавшего тайный партбилет чуть ли не у президента Эйзенхауэра. В 1951 году, во время успешного китайского контрнаступления в Корее, США активизировали блоковое строительство в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В сентябре они практически одновременно делают два хода. С Японией в Сан-Франциско подписывается двусторонний договор безопасности, о котором мы рассказывали в нашем международном разборе, посвященном российско-японскому спору вокруг Курильских островов. Вашингтон плотно привязывал Токио к себе. Япония позволяла США размещать на своей территории любые вооруженные силы и применять их на Дальнем Востоке без какой-либо консультации с японским правительством. При этом сама Япония лишалась права вступать в какие-либо союзы с третьими странами без предварительного согласия США. Американские войска даже получили право вмешиваться во внутренние дела Японии в случае необходимости. Стратегически важный японский регион, острова Рюкю, находящиеся между основной территорией Японии и Тайванем, вообще оставались под административным управлением США, которые активно использовали военную базу на острове Окинава. Впоследствии договор 1951 года был смягчен и заключено новое соглашение – договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией, подписанный в январе 1960 года. Американская армия лишилась права вмешиваться во внутренние дела Японии, а Токио вернул себе право заключать без согласования с Вашингтоном соглашения по военным вопросам с другими государствами. Вместе с тем, суть дела это не меняет. Договором 1951 года, а затем и 1960-го, Япония была тесно привязана к США в качестве ближайшего союзника с ограниченным суверенитетом. Второй ход – это формирование военно-политического блока АНЗЮС в составе Австралии, Новой Зеландии и США. Хотя это и случилось в 1951 году, все удивительно напоминает наши сегодняшние реалии, когда в том же регионе и примерно с теми же целями был создан АУКУС. Только в 2021 году место Новой Зеландии заняла Великобритания, а Австралия по-прежнему сдерживает Китай по просьбе США. Но продолжим. Другое название АНЗЮС – Тихоокеанский пакт безопасности. Он также, как и договор 1951 года с Японией, был подписан на полях конференции в Сан-Франциско и представлял собой часть единого замысла – сковать возможные действия коммунистов Советского Союза и Китая в Азии, с севера используя Японию, а с юга Австралию и Новую Зеландию. Канберра и Веллингтон получали гарантии безопасности от США. В условиях явной слабости их традиционного союзника и бывшей метрополии Великобритании они были как раз кстати. Между прочим, боялись австралийцы и новозеландцы не только коммунистической инфильтрации, но и возможного возрождения Японии, против чего гарантией стал как раз договор между США и Японией. И АНЗЮС, и американо-японский договор следует рассматривать в рамках единой модели американского блокового строительства на Тихом океане в годы Холодной войны. Впрочем, скоро Соединенным Штатам стало понятно, что потенциала АНЗЮС может и не хватить для сдерживания коммунизма. А виной тому Вьетнам, где по-крупному провалилась Франция, с 1946 года пытавшаяся вооруженным путем сохранить контроль над этой страной, своей бывшей колонией. Французы под ударами вьетнамских партизан чувствовали себя все хуже и хуже, и в итоге потерпели разгром при Дьен-Бьен-Фу в 1954 году. Французское общественное мнение было шокировано военным поражением от вьетнамских партизан. Журнал «Пари Матч» вышел с раненым французским солдатом на обложке, а в Париже стало очевидно, что с этой войной пора заканчивать. Тем более, что у Франции уже не было никаких сил ее вести, даже при существенной американской поддержке. В итоге Женевские соглашения, раздел Вьетнама на северный и южный, и место французских военных в этой стране в итоге заняли американские, для того, чтобы потерпеть свое поражение и уйти из Сайгона в 1975 году. Но это позже. А в 1954 году администрация Эйзенхауэра была больна теорией домино, которая оказывала на американскую геополитическую мысль огромное влияние.
Рухнет Вьетнам, и как костяшки домино падут перед коммунизмом все страны Юго-Восточной Азии. И не только. Индонезия, Индия и даже Австралия могут быть под ударом, полагали в Вашингтоне. Поэтому Вьетнам и вообще всю Юго-Восточную Азию необходимо удержать. Вот почему на основе АНЗЮС вырос новый альянс – Организация договора Юго-Восточной Азии, известная как СЕНТА, а также как Манильский пакт. Участниками СИАТО стали члены АНЗЮС – США, Австралия и Новая Зеландия, а также Великобритания, Франция, Таиланд, Филиппины и Пакистан. Партнерами СИАТО – Южная Корея, Южный Вьетнам и Лаос. Интересно, что в состав СИАТО вошли страны, относящиеся как к Азиатско-Тихоокеанскому региону, так и бассейну Индийского океана. Наверное, СИАТО – это первый альянс, после появления которого стоит говорить о формировании единого в сфере безопасности Индийско-Тихоокеанского региона. Как говорится, от Пакистана до Филиппин. Однако этот блок преследовали неудачи. Соединенные Штаты втянулись в войну во Вьетнаме, которая стала затяжной и не приводила к победным результатам. Началась французская фронта. Президент де Голль, снова пришедший к власти во Франции, критиковал действия США в Юго-Восточной Азии. И в 1965 году Франция перестала участвовать в деятельности СИАТО, формально покинув альянс в 1974 году. После обретения независимости Малайи все меньше интерес к СИАТО стала проявлять Великобритания, которая в 70-е годы вообще провозгласила официальную политику ухода с территории к востоку от Суэца и даже попыталась косплеить американцев, создав в 1971 году просуществовавший 4 года собственный блок АНЗЮК в составе Австралии, Новой Зеландии и Великобритании. В 1971 году на СИАТО обиделся и через год покинул организацию Пакистан, которому альянс не помог в индо-пакистанской войне, приведшей к независимости Восточного Пакистана, ставшего называться Бангладеш. В 1973 году американские войска ушли из Вьетнама, а в 1975 году Северный Вьетнам захватил Южный и объединил страну. У вьетнамских коммунистов, в отличие от корейских, все получилось. СИАТО трещала по швам. Сдерживать коммунизм в Юго-Восточной Азии не получалось. В 1975 году блок покинул Таиланд, вокруг которого происходили драматические события. В соседнем Лаосе коммунисты свергли монархию, а в Кампучии пришли к власти красные кхмеры. В июне 1977 года Организация договора Юго-Восточной Азии была официально распущена. Кстати, несмотря на крах СИАТО, АНЗЮС остался. Более того, идея Индо-Тихоокеанского региона безопасности так понравилась в Вашингтоне, что в сферу действия АНЗЮС был также включен Индийский океан. Однако подвела Новая Зеландия. В 1986 году она вступила в спор с США по поводу захода в новозеландские порты американских судов с ядерным оружием. Именно под воздействием американо-новозеландских противоречий к концу 80-х годов АНЗЮС прекратил свою деятельность. Вместе с тем, американо-австралийское военное сотрудничество сохранилось. Но созданием СИАТО блоковое строительство в Азии в годы Холодной войны не ограничилось. Между зонами ответственности НАТО и СИАТО в 1955 году возник новый военный блок – Багдадский пакт. В феврале 1955 года в Багдаде был подписан договор о военном союзе между Ираком и Турцией. В апреле того же года было заключено соглашение между Ираком и Великобританией. В сентябре к указанной тройке стран присоединился Пакистан, а в ноябре Иран. Таким образом, в 1955 году был сформирован Багдадский пакт, в который входили Великобритания, Турция, причем обе страны и так уже были союзниками по НАТО, Ирак, Иран и Пакистан. Соединенные Штаты в деятельности Багдадского пакта формально не участвовали, не желая ущемлять теряющие на Ближнем Востоке свои позиции Великобританию. Однако только формально и поначалу. В дальнейшем американские представители активно участвовали в деятельности структурных органов этой организации. И вместе с тем, время для блокового строительства на Ближнем Востоке было выбрано явно неудачное. В 1956 году Великобритания вместе с Францией потерпели сильное дипломатическое поражение в ходе Суэцкого кризиса, которое вынудило Вашингтон ввести в 1957 году в действие доктрину Эйзенхауэра. Один Лондон уже явно не справлялся с задачей
по сдерживанию коммунизма на Ближнем Востоке. Тем более, что сдерживать там приходилось уже не коммунизм, а арабских националистов, которые использовали социалистические лозунги, но на коммунистов были похожи мало. Правительства ряда стран Ближнего и Среднего Востока серьезно напрягались по поводу намерений Багдадского пакта. Индия и Афганистан отказались в него вступать. Саудовская Аравия и Сирия подозревали англичан и американцев в использовании этой организации для вмешательства в их внутренние дела. Страны Азии и Африки осудили создание Багдадского пакта на Бандungской и Каирской конференциях. Наконец, в 1958 году произошла революция в Ираке, и в 1959 году эта страна объявила о выходе из Багдадского пакта. США мгновенно в рамках доктрины Эйзенхауэра и совместно с Великобританией организовали интервенции в Ливан и Иорданию, однако там не было коммунистов для сдерживания. Дальнейшее нацеливание на Ирак и Сирию не привело ни к чему хорошему. Действия Вашингтона и Лондона получали все больше осуждения в ООН, а Советский Союз предупредил, что в случае интервенции в Сирии, с которой у СССР налаживалось сотрудничество, не остановится перед ударом по Турции. В качестве намека командующим Закавказским военным округом был назначен один из лучших советских полководцев – маршал Рокоссовский. В итоге американцы и англичане ушли из Ливана и Иордании. Багдадский пакт с 1958 года получил название «Организация Центрального договора» или сокращенно «СЕНТА». Состав участников остался прежним, за исключением выпавшего Ирака. Интересно, что с образованием трех альянсов холодной войны НАТО, СЕНТА и СИАТА весь евразийский материк был охвачен с запада и юга американскими союзниками. При этом два государства имели особое значение в качестве связки одного союза с другим. Турция входила одновременно в НАТО и СЕНТА, а Пакистан одновременно в СЕНТА и СИАТА. Соединенные Штаты играли ведущую роль в НАТО и СИАТА, будучи членом этих блоков, а также в СЕНТА, хотя они в него формально даже не входили. Кризис СЕНТА начался из-за того, что Лондон явно не справлялся с возложенной на него лидирующей ролью в этой организации. После принятия решения об уходе Великобритании с территории к востоку от Суэца начался парад независимости в Персидском заливе. Пакистан после поражения от Индии и проглашения независимого Бангладеша обиделся не только на СИАТА, но и на СЕНТА. У участников альянса начались разногласия из-за политики Израиля на Ближнем Востоке, в частности из-за шестидневной войны 1967 года и войны Судного дня 1973. Наконец, Турция в 1974 году начала вторжение на Кипр и оккупировала север страны, невзирая на наличие там военных баз Великобритании, своего союзника по СЕНТА и НАТО. Однако гвоздь в гроб организации Центрального договора вбила революция 1979 года в Иране, в результате которой монархия превратилась в исламскую республику, которая немедленно покинула СЕНТА. В том же году организацию покинул Пакистан. В итоге альянс остался в составе Великобритании и Турции, что лишало его всякого смысла. Обе эти страны и так входили в НАТО. В итоге в августе 1979 года по инициативе Анкары СЕНТА прекратила свое существование, а в 1991 году настал черед распада Организации Варшавского договора. ОВД подточили падение Берлинской стены, объединение Германии на западных условиях и череда бархатных революций в Восточной Европе. В феврале 1991 года были упразднены военные структуры ОВД, а в июле прекратила свое существование вся организация. Таким образом, в 1991 году на планете остался только один крупный военно-политический альянс – Организация Североатлантического договора, она же НАТО. Потом был создан еще договор о коллективной безопасности, который трансформировался в организацию под названием ОДКБ в составе России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении и Таджикистана, а также в разные годы Узбекистана, Грузии и Азербайджана. Классический договор о коллективной самообороне на постсоветском пространстве. Но, конечно, потенциалы НАТО и ОДКБ сравнивать нельзя. НАТО с момента интеграции в нее ФРГ смогла пройти долгий путь в качестве главного оппонента СССР и ОВД в Европе. В ее истории случалось всякое. Мы говорили об этом подробно в нашем цикле «Хроники холодной войны».
Кризис доверия после Суэца, фронта де Голля, выход Франции из военной организации НАТО в 1966 году, аналогичные действия Греции в 1974, новое расширение альянса за счет Испании в 1982, наконец, объединение Германии на западных условиях ее членства в альянсе. К концу Первой холодной войны среди порожденных ею альянсов осталось только НАТО. За 30 лет с 1991 по 2001 годы организация Североатлантического договора пережила триумф и трагедию. В 1994-м первое боевое применение против боснийских сербов. В 1999-м первая военная кампания против Югославии. В том же году расширение за счет Польши, Чехии и Венгрии. В 2001-м усмирение албанцев в Македонии и начало операции «Несгибаемая свобода» в Афганистане. И, конечно, новые расширения, получившие шутливое название «бигаматизация НАТО». Новыми членами стали Румыния, Болгария, Словения, Словакия, Литва, Латвия, Эстония, Хорватия, Албания, Черногория и бывшая Югославская республика Македония, которая теперь называется Северная Македония. Однако дальше тупик. Включить в состав альянса Грузию и Украину не удалось. Афганистан оказался капканом, и после вывода войск из этой страны НАТО осталось в неопределенности относительно своей новой роли в мировой политике. А что сейчас? А сейчас мы наблюдаем не стареющую классику. Начало формирования нового военно-политического альянса под сдачей Второй холодной войны в составе Австралии, Великобритании и Соединенных Штатов со смешным названием AUKUS. Такая уж получилась аббревиатура по названиям стран-участниц. Надо сказать, что все еще пока на очень ранней стадии. Пока никакого союза нет. Просто партнерство и военно-техническое сотрудничество. Для Австралии будут построены многоцелевые атомные подводные лодки с крылатыми ракетами для сдерживания растущего потенциала Китая. О формировании нового альянса было объявлено 15 сентября. Австралийский флот должен пополниться минимум 8 атомными субмаринами, размещение ядерного оружия на которых не предполагается. Помимо подлодок, AUKUS предусматривает тесное сотрудничество в области развития оборонных технологий, включая, к примеру, разработки в сфере искусственного интеллекта, без которого войну будущего уже сложно представить. Страны, создающие новый альянс, в официальных документах не называют Китай своим вероятным противником, однако всем все понятно. Действие AUKUS распространяется на Индо-Тихоокеанский регион, и таким образом, если на базе австрало-британско-американского соглашения появится полноценная организация, она станет своего рода клоном не только НАТО, но и ANZUS. С той поправкой, что место Новой Зеландии в ней занимает Великобритания. Соглашение о создании AUKUS сильно расстроило Китай, который уже сделал целый ряд гневных заявлений, обвиняя англосаксов в ментальности холодной войны. В Пекине полагают, что соглашение подстегнет гонку вооружений, как будто она сейчас не идет, и приведет к нарушению режима нераспространения ядерного оружия. Последнее – это тонкий намек на то, что в будущем подлодки могут быть вооружены ядерным оружием, что авторами AUKUS усиленно отрицается. Реакция Китая на антикитайский альянс была вполне предсказуема, но гораздо больше китайцев из-за него расстроились французы. Дело в том, что Франция еще в 2016 году заключила контракт на постройку для Австралии 12 дизель-электрических субмарин класса «Барракуда». Его стоимость более 60 миллиардов долларов США. Он должен был обеспечить французских корабелов работой до 2040 года. Но теперь все это кануло в лету. Австрало-французский договор расторгнут, а у страны кенгуру теперь новые партнеры по подлодкам – США и Великобритания. Франции тем более обидно, что переговоры о подводной сделке проходили на саммите Большой Семерки в британском Корнуолле за ее спиной. Союзники тайно договорились и поставили Париж перед фактом. Друзья так не поступают, подумали французы и отозвали послов из США и Австралии для консультаций. Жест эффектный, но бесполезный. Потому что дело сделано. Французское правительство грозит страшными последствиями Австралии и США за предательство и ущемление интересов Франции. При этом почему-то не хочет особо ссориться с Великобританией. Видимо, считает, что Англию просто взяли в долю. Но это не совсем так, поскольку в кулуарах дипломатической среды упорно ходят
ходят слухи о решающей роли министра иностранных дел Ее Величества Доминика Рааба, который сыграл в заключении сделки по подлодкам чуть ли не решающую роль. В общем, достанется австралийцам за предательство и американцам за бесцеремонность и неуважение ценного союзника. Но ценного ли? Для сдерживания Китая Соединенным Штатам Франция особо не нужна, а вот Австралия необходима в силу географии. И Великобритания тоже нужна, потому что у нее есть современный атомный авианосец, и скоро будет еще один. И она приняла доктрину Global Britain, нацеленную в том числе и на сдерживание Пекина. А возможно, американцам просто не хочется учить французский, ведь с англичанами и австралийцами можно говорить на родном языке, но если серьезно, то у Франции поводов расстраиваться хоть отбавляй. Сговор союзников, потери от разрыва длинного контракта с Австралией, еще Швейцария решила подложить свинью, практически сразу после объявления создания AUKUS, отказавшись покупать французские истребители. Обиженный президент Макрон в отместку отменил визит в Швейцарскую конфедерацию. А как вы думаете, на что пойдет Франция, чтобы отомстить американцам за сорванный контракт? Пишите в комментариях. Мировая пресса широко освещает создание AUKUS. Апофеозом можно назвать обложку британского журнала The Spectator, на которой изображен странный гибрид американского орла, британского льва и австралийского кенгуру. Издание задается вопросом, смогут ли США, Великобритания и Австралия сдерживать Китай. Австралию просто раздувает от гордости. Газета Sydney Morning Herald радостно сообщает читателям, что в новом альянсе Австралия играет ведущую роль в геополитической борьбе современной эпохи. Но при этом в другом материале того же издания отмечается опасение Малайзии, которая боится гонки ядерных вооружений в Индо-Пакистанском регионе. Портал Nine News говорит о том, что австралийские подлодки станут настоящим испытанием для Китая в области боевых действий на море. С многоцелевыми атомными субмаринами у Пекина действительно есть некоторые проблемы. Французские СМИ полны гнева. Газета Le Figaro говорит о том, что США не тронуты яростью триколора и обращается с Францией плохо. Это же издание обрушивается на Байдена, который торпедировал контракт века и даже называет все произошедшее индо-пакистанским Трафальгаром. Газета Libération указывает на растущую напряженность в американо-французских отношениях. Китай тоже злится, но злорадствует. Как полагают китайские журналисты, Австралия, конечно, купила американские подлодки, однако подорвала влияние США в Европе. Конфликт с Францией выйдет Вашингтону боком, но не только ей, и Австралии тоже, убеждены китайские СМИ. Потому что Париж заблокировал переговоры по соглашению о свободной торговле между Канберрой и Евросоюзом. Американские СМИ ругают Францию. Газета Wall Street Journal напоминает историю. Франция не всегда была союзником США, а часто даже врагом для демонстрации враждебности французов. Вспомнили даже мексиканскую интервенцию императора Наполеона III. Washington Post полагает, что давняя напряженность в отношениях США и Франции вернулась после решения Вашингтона и Лондона сдерживать Пекин в Индо-Тихоокеанском регионе. При этом республиканский канал Fox News подчеркивает, что действия Байдена в отношении Франции разорвали трансатлантическое партнерство. Британская The Guardian смакует унижение Парижа, подчеркивая, что президент Франции даже не берет трубку, когда ему звонит австралийский премьер. Он обиделся. Вообще же англичане полны гордости. The Telegraph считает, что создание AUKUS делает Великобританию глобальной державой в полном соответствии с новой политической доктриной Соединенного Королевства под громким названием Global Britain, которая появилась на свет в январе этого года. А что Россия? Формально создание AUKUS напрямую ее не затрагивает. Это чисто китайская головная боль. У Москвы и Пекина даже не оформлен военный союз. Поэтому и реакция России относительно спокойная. Хотя не без выпадов в сторону оппонентов в медийном поле. В западном лагере Второй холодной войны после российско-американского саммита в Женеве предпочитает Москву особо не задевать, иногда отдавая это право Великобритании. Главный враг Китай, а от России нужен в отношении США и их союзников всего лишь нейтралитет. Именно поэтому Вашингтон отказался от противодействия газопроводу «Северный поток-2», при этом заключив специальное соглашение с Германией о том, что теперь она отвечает за газовые
финансовые споры между Россией и Украиной. В эти европейские разборки американцам лезть больше не хочется, пусть союзники разгребают. Китай, естественно, заинтересован в более активной российской поддержке на фоне начинающейся конфронтации с США и их союзниками. Однако Россия больше заинтересована в решении своих задач. У нее проблема газовых отношений с Евросоюзом. Северный поток проходит сертификацию и существует нерешенная проблема украинского газового транзита. У границ центральноазиатских государств, а некоторые из них являются союзниками Москвы по ОДКБ, снова появился непредсказуемый Талибан. Все больше вопросов вызывает политика Турции на Ближнем Востоке, в Закавказье и той же Центральной Азии. Наконец, Россия продолжает кампанию в Сирии и все более активно вовлекается в африканские дела. Тут только Австралии не хватало, поэтому Москва смотрит и выжидает. А что дальше? Сдерживание Китая для США – безусловный приоритет. Поэтому, скорее всего, AUKUS станет постепенно трансформироваться в полноценный альянс. Протесты Франции тут не помешают, тем более, что Вашингтон найдет, чем подсластить Парижу пилюлю. Обычно французская фронта против американского доминирования не выходила за пределы информационного поля. Исключением можно считать только демарш де Голля в 60-е, но генерал у французов был один, новых пока не предвидится. Используя AUKUS на юге, где главную ударную силу будет представлять австралийский и британский флот, и Японию на севере, а Токио сейчас активно наращивает свои военно-морские силы, сами Соединенные Штаты займут центральную позицию и сформируют периметр сдерживания Китая по линии Япония, Южная Корея, Тайвань, Филиппины, Австралия. И прорвать этот периметр китайцам будет очень непросто. Теперь не Советский Союз, а Китайская Народная Республика – главный враг Америки. А значит, для Пекина наступают непростые времена. В ближайшие годы станет ясно, сможет ли Китай развиваться так же динамично, как и в предыдущие десятилетия, находясь под сильным давлением на международной арене, где в вероятных противниках у него супердержава. У СССР получалось с трудом и закончилось плохо. Как это будет с КНР? Посмотрим. Но AUKUS Японии и Южной Кореи для Америки слишком мало. Нужно больше союзников, причем качественных. В Индо-Тихоокеанском регионе США предпримут все возможные усилия для того, чтобы затащить формирующуюся антикитайскую коалицию Индию. Борьба за этот приз уже идет. Еще в 2008 году Япония, США, Австралия и Индия начали стратегический диалог по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Он получил название «Четырехсторонний диалог по безопасности» или сокращенно QUAD. Quadrilateral Security Dialogue. В конце нулевых Австралия решила не обострять и тогда отказалась от явного противостояния Китаю. Однако времена меняются, и при Трампе Quad вновь стал актуальным. Если этот диалог станет составной частью AUKUS, китайцы попадут в непростое положение. И Пекин сам немало помогает Вашингтону, упорно не желая покончить с китайско-индийским территориальным спором на Тибете. Пока у него плохо получается уступать, особенно там, где надо. Другой потенциальный союзник Америки — Вьетнам, который смотрит на действия КНР в Южно-Китайском море с крайним подозрением. Недавно в Ханое побывала вице-президент США Камала Харрис и попыталась убедить Вьетнам принять верное решение. Но получилось не очень. Тем более, что Харрис совершила большой дипломатический ляп. Почти в память бывшего сенатора, избитого летчика Джона Маккейна, у мемориала тем, кто, собственно, его сбивал. Иногда американским политикам, как и всяким другим, полезно было бы почитать что-то по истории страны, в которую они собираются поехать. Все же с Вьетнамом у США шансов меньше, чем с Индией. Китай уже пытается перехватить инициативу у США на этом направлении и даже направил своего министра иностранных дел в Ханой напомнить вьетнамским товарищам, что они, как и китайцы, тоже коммунисты, а значит, не надо становиться союзником американского империализма. Если Соединенным Штатам удастся создать коалицию, в которую войдут помимо них Япония, Южная Корея, Индия и Австралия, а также Великобритания и ряд стран Юго-Восточной Азии, Китаю придется несладко. Однако пока Вашингтон лишь делает первые шаги в этом направлении, и их финальный итог пока неизвестен. Вообще, холодная война и ее неизменный атрибут – блоковое строительство, вещь сложная, в котором окончательный результат приходит не скоро. Вся эта международная комбинаторика напоминает даже не шахматы, а игру УГО, в которую, кстати, китайцы играют очень хорошо.
Так что посмотрим. А что в итоге? Появление на свет AUKUS было ожидаемо. Вот уже не первый год в прессе и кулуарах мировой политики ходили разговоры о неизбежности формирования Соединенными Штатами антикитайской коалиции. В августе после афганского исхода президент Байден в телеинтервью четко обозначил американскую линию обороны, за которую Вашингтон будет драться. Страны НАТО, Япония, Южная Корея и Тайвань. Тайвань – потенциально самая горячая точка на планете, аналог западного Берлина времен Первой холодной войны. США формируют военную инфраструктуру в огромном Индо-Тихоокеанском регионе, а AUKUS только первый шаг к этому. И как бы говорят Китаю: давайте, попробуйте. Пекину и хочется, и колется, потому что у него только один шанс, и в случае проигрыша внутриполитические последствия для руководства КНР будут катастрофическими. Тяньаньмэнь покажется утренней разминкой. Поэтому Китай, хоть и ставит задачу завершения воссоединения страны, предпочитает не форсировать события и пока наращивать военный и прежде всего военно-морской потенциал. Но и в Вашингтоне не дремлют, активно вербуя сторонников в поход против восходящей сверхдержавы. Так что в ближайшие годы и даже десятилетия нас ждет увлекательная мировая политика, о которой мы будем рассказывать вам на канале Филипповский 13. Спасибо за то, что посмотрели наш выпуск. Если вам понравилось, делитесь этим видео, ставьте лайки, ждем ваших комментариев и увидимся через неделю.